А что у вас еще вкусненького растет? У нас Ты папу называешь мама. А маму дедом. Маму деда. Пить-то мы не пьем, мы дегустируем. Слышь, переворачивай, да? оно берет столько, сколько и нужно. Друзья, сегодня мы с вами на машине въезжаем в маленькую кавказскую страну Грузия. Но маленькая она лишь территориально. Ее знает весь мир. Благодаря сочетанию древней истории, культурного наследия и природных чудес. Находится она в Закавказье, на стыке Европы и Азии. Площадь территории в 3 раза меньше, чем у Беларуси. Так еще и 80% этой территории занимают горы. Численность населения около 3,7 миллионов человек. 86% это грузины. Официальный язык грузинский, с уникальным алфавитом, одним из самых древнейших в мире. Русский и английский языки тоже широко распространены. Грузия – это страна вина. Тут нашли древнейшие виноградные косточки возрастом 8000 лет. Даже слово «вино» происходит от грузинского «гувино». Климат тут разнообразный, от альпийских ледников до субтропиков. В Тбилиси зимой +2, летом до 42. Умеешь. Большой, иди к шашлыку на всякий случай. Вот так? Ты успела лететь? В Грузию надо лететь на самолете или ехать на авто. Но на авто существует из России только одна дорога, где есть пограничный переход. Это Верхний Ларс. И эта дорога очень опасная, так как ведет через ущелье Кавказских гор и является военной дорогой. Нас предупреждали, что в среднем граница через Верхний Ларс занимает 6 часов времени. Но если приехать под утро, то можно проехать и за 4 часа. Так мы и сделали. Переночевали во Владикавказе, чтобы в 4 утра быть на границе. А оказалось, что ночью пошел сильнейший ливень, и переход закрыли из-за опасности исхода оползня. Так вот, за ночь очередь накопилась на несколько километров. И тут нет ни туалетов, ни мусорок, а есть лишь беспорядок, несоблюдение очереди. Попали в сплошной хаос. Простояв 4 часа без единой продвижки, мы уже собирались развернуться и ехать лучше в путешествие по Дагестану. Но границу открыли. Итого она была закрыта с часу до 10 утра. В общем, Грузия начала нас встречать совсем неприветливо. Между границами бардак на дороге, ямы, мусор, разбитые авто. Все как в фильме ужасов. Переехали мы границу. 12 часов. 12. Я в шоке. Я вообще не ожидал. Я за 12 часов бы в Турцию съездил. Чем я здесь стоял. Наконец-то мы едем по Грузии. В Тбилиси из России идет только одна дорога. Множественных дорожных развязок, нам привычных, тут нет. За асфальтное покрытие этой дороги я бы дал по 10-бальной максимум 5 баллов. Едет очень много фур. Но есть и плюсы. Мусора вдоль дорог нет. Сразу после КПП Верхний Ларс нас встречает река Терек. Бурная, седая, рвущаяся сквозь скалы. Первые 5 километров – это вообще испытание на прочность. Разбитая дорога, петляющая вдоль обрывов. Военная грузинская дорога – это 208 километров волшебства от границы до Тбилиси. Это не просто трасса, а живая легенда, где каждый поворот открывает пейзаж, достойный открытки. Дорога, где Пушкин писал о безднах, ощетинившихся скалами, а солдаты 19 века вырубали эти туннели вручную. Сегодня дарит нам перепады высот от 500 до 2500 метров. Мы проехали 5 климатических зон, от альпийских лугов до субтропиков в Тбилиси.
так вот мы едем в Тбилиси, в гостиницу. Вот обычно 100 километров сколько едем? Ну, примерно часик. Тут 100 километров надо ехать 2 часа. В Грузии не принимают карты МИР. На границе курс не очень выгодный, как и во многих странах. Лучше менять крупную сумму в обменниках в нетуристических местах. Вот мы приехали на рынок, и доллары на лари поменяли по хорошему курсу. 2,71. Телевизор, наверное. Это сухая аджика. Ага. Вся грузинская кухня – это сухая аджика. А вот это вот сванская, семитравая, она без перца. Кто не любит перец, пожалуйста, сванская. Кто любит насыщенную, пожалуйста, мигрельская. Ну как она сейчас тоже убегает? Сири всегда убегает. Всегда убегает. Я смотрела первое, когда у вас вот это все началось, и когда вы ее искали, как вы эти ящиками, этими сеном вы его переносили, этих поросят. У вас там впереди во дворе какое-то озеро или что-то, водоем. О, как вот видите, я все Мама, мы к вам вас пришли. узнала. Вы знаете, с такой дали ко мне, это приятно. Покупают приправы, говорит, где-то я вас видела. Это я вот смотрю, вроде бы, знаете почему еще? У нас очень много гостей приезжают, да? Ну да, это через вас тысячи людей проходит Тысячи каждый людей. день. И я сперва подумала, вы мой клиент, вот правду сказать. Ну да. Ну когда вы сказали, вы здесь не были, ну а где же я видела этого человека, представляете? Знаю, ой, как приятно, ребят. А еще знаю, к вам друзья приезжают ваши, и вы вместе, то они к вам, то вы к ним ездите, правильно? Да. Вот, видите? Вот будем так, что мы вашими приправами будем готовить там Да, какие-то и блюда. вот я буду смотреть, что вы там приготовили. А я сейчас, смотрите, вам сколько подарочков Не надо нарашу. подарки, наоборот, не надо. Продайте горшок лучше нам. И горшок продам, конечно, Мы будем в продам. горшке. Все, я сделаю. Мы будем в горшке готовить это в печке Вот своей. как, вы не знаете, как для меня это сейчас. Я никогда бы в жизни не поверила, что вы ко мне приедете. Это нас Васо подвел. Васо говорит, Да, он мне сказал, говорит, он по-грузински, я на него смотрю, думаю, он тоже турист. А потом он со мной по-грузински, я говорю, твои гости, он говорит, да, говорит, сейчас они к тебе как туда идут. Да, а у вас грузины вот все такие вот, он как русский такой Светленькие, рыжий. да. Да, Много да, бывает? вы не думайте, что наши грузины черненькие, голубоглазые и светлые. Но есть, когда сильно черные, это не грузин. Там Это турок. нет, у нас же азербайджанцы, армяне, езиды, курды. Вы думаете, тут все грузины живут? В нашей стране очень многонационально. Вот я грузинка, но ее есть такой у нас уголок, называется Самигрело. Слыхали, вот в сторону Сванети едет. Я с того уголка, Мигрелка. Но мы грузины, да. Но у меня еще вторая кровь русская. Мне мама была русская, папа грузин. Так что таких тут полно, не У вас удивляйтесь. поэтому немножко волосы красные. Это я на папу похожа. Это я седину закрасила. Седину закрасила, ребятка. Давайте- Мне приятно, какой день хороший. Давайте выберем какой-нибудь горшок. Валя. Давайте, ребят, я сейчас вам... Вот такой, да, горшок? Большой, да. Вот этот, да? А в нем можно готовить, да?
видишь, говоришь, и на костре, и в печке, где хочешь можно. Да, готовить. это же, знаете, это наши горшки. Главное, что он, да, грузинский, с Грузии. Они очень тяжелые. А Ну, как магазины? тебя зовут? Это их не Да, Это с ребенку винограда? это виноград. В Грузии очень богатые виноградные эти Лазанская долина, так что все вино у нас настоящий виноград. Говорит, на любимый Это вкус. я люблю. Я вот сразу, она любит сладкое, это сладкое. Сладкое и без сахара. Есть сладкое еще с добавлением сахара. Ну, есть любители любят, но это без добавления. Сладость только винограда. Ребят, это домашний, это говорю, пробуйте. Оно вот еще теплое, а если его охладить в холодильнике, вы стакан не оторвете, оно вкусное. И есть у меня еще есть одно такое сладкое вино. Вот это вино классное. Это как называется? Сколько стоит? Киндзмарауль. Смотрите, это цвет, да. А я думаю, на что похоже. Тихо, только много не Что-то нравится. на что-то похоже, да? А это что, такого цвета, Это как будто... твищи, это розовый виноград. Это Хоть не коньяк? Нет, Цвет как у коньяк коньяка. есть. Ребята, вы совсем другие, молодые, такие, там совсем по-другому смотрится. А вы давно не включали? Давно, наверное, не включала. Вот это. Нет, ну вы, когда я смотрю, оно само выпадает в ваши Все ролики. камеры, они +1. Вот когда снимаешь, то кажется полный. Да. Меня много раз встречают на улице, говорят, ты, Дима, такой маленький, щупленький, говорит, а я думал, ты вот такой. Я вот что хотела сказать, чтобы не в обид. Давайте налью. Зашли на рынок в центр города, да? Ребят, И не сразу первое, что отказывайтесь, услышали, давайте налью. Да, не отказывайтесь, если вас угощают, предлагают, да? Это не обидно. Ну, конечно, вы можете отказаться, но чуть-чуть выпейте и пробуйте. Это с кислинкой. Да. А мне это нравится. Это, знаете, их больше называют как мускатное вино, но оно не мускатное. Когда я был подростком, то меня тоже папа вывозил на море, на машине, мы долго ехали. И тогда, я помню, он заранее садился за 3 месяца, набирал вот этот кнопочный таким вот телефоном еще барабанным, спрашивал, или пансионат свободен, мы ждали вот так вот, слушали. А сейчас все намного проще. У меня в телефоне установлено приложение Aviasales, и я в любое время суток из любой точки мира могу купить билет на самолет или заказать жилье. Вот, например, вот сейчас мы в Тбилиси сняли номер на 2 дня. И у нас уже снят номер отеля на 2 дня в Батуми. И что дальше? Что мы 4 дня побудем только в Грузии? Нет. В Батуми мы уже посмотрим. Если нам отель понравится, мы его продлеваем. Если нам сам Батуми нравится и отель не нравится, мы переезжаем в другой отель. Если мы хотим дальше путешествовать не в Батуми, мы едем по побережью туда, ближе к Кутаиси. Так что благодаря Aviasales мы себя чувствуем уверенно в любой точке мира. Он нам дает маневренность. Ссылка в описании. Это украшение, но не ювелирное, или как ты считаешь? Это украшение ювелирное. Это на серебро делается. На серебре, рисунки на серебре, да? Одна из визитных карточек Грузии – это местная эмаль. Ее начали изготавливать тут еще в 8 веке. Сейчас такие украшения в каждой сувенирной лавке. Это не бижутерия, а разукрашенное серебро тонкой ручной работы. Наш знакомый Васо как раз оказался хозяином такой небольшой мастерской и провел нам тут экскурсию. Это у вас что-то национальное, потому что я никогда в жизни такого в мире не видел. Да, это национальное, с 8 века начался этого делать. То есть это ж, ну, больше покупают ваши местные это все. Не, это туристы больше покупают, чем местные. Местные тоже любят, но Да? туристы покупают как сувенир. Побывали в Грузию и покупают из Грузии, сделанное в Грузию. Так Внизу все-таки есть какая магазин, где- этого ценность? Почему просто не купить, например, на холодильник магнитик? Почему оно ценное? Ну, это потому что ручная работа, еще серебро, драгметалл. А это только это начало Это- изделия, да? Это еще не отполировано. Просто- Вот отполировано вот здесь. Всё. Это Гудияшвили, грузинский художник. Это тоже Гудияшвили, грузинский художник. Это просто гранаты, хотя армянский называется, хотя грузинский.
Я очень слаб в художестве, видишь? А вот это кувшины. Вот это. Ночь Ван Гога нарисовано в кувшинах. Потом будет садиться вот это вот так, с этой стороны, а другой с другой стороны. И это будет кулончик. Это будет серьги. Серьги. Кулон, как кулон или как серьги. То есть будет серебро с ручной работой, да? Да. И у него брендовый надпись. Тогда- у всех наш. Брендовый. Тогда Вот это уже, здесь вот. конечно, ценность. Фиросмани. Это женщина, которая в Фиросмани влюбился и подарил 1 000 000 роз. Угу. Француженка была. Она отказался. Песня тоже есть у Аллы Пугачевой. Миллион, миллион, миллион алых роз. Вы же слышали? А я думал, она без смысла. Нет, да, правда? А она с грузинским смыслом? Она с грузинским, да. Там еще говорится слова «жил», «был», «художник», «один». Ну Это да. про Фиросмани. Точно. Это про Фиросмани, да. Хорошо. Это рыбак Фиросмани, а это Густав Климт. Мгм. Ой. Это мой магазин. Вот потом в конце будет вот такое. Сейчас я вкручиваю. Васо, ну ты мне скажи, все равно, что, наверное, Двухсторонний. клиентов больше, наверное, грузин, чем туристов, нет? Здесь? Ну вот на это, вот на Нет, это. туристов больше, чем грузин. Да? Грузины покупают, если они уезжают где-то за границей и хотят просто подарить кому-то. Потому что это чистое грузинское изделие. Да, это не колька. Внучатая племянница? Да. Ручная работа? Ну, это, получается, кожа, серебро и люди рисовали, да? Грузины. Да. Настоящие. Берем. Васо, сколько будет стоить? 130, но 115 для вас. Давай, берем. Это ваш... Это наш бренд, да. И здесь тоже. Это, да. Спасибо. Мы с вами оказались на коньячном заводе Сараджишвили. 1865 год. Купец Давид Сараджишвили бросает вызов Франции. Будет у Грузии свой коньяк. Его поднимают на смех, а через 50 лет его напитки берут золото в Париже. Как будто в бочку залезли. Завод основан в 1888 году в Тбилиси Давидом Сараджишвили. Это первое промышленное коньячное производство Российской империи. Сегодня он носит имя Давид Сараджишвили. Тут есть спирты 1893 года, выкуренные лично основателем и до сих пор дозревают в специальных бутлях, дамжанах. Их используют только для элитных купажей. Самый старый спирт там 10-летний. Вес опись, средний возраст 8 лет. Самый старый спирт там 12-летний. Иксо, экстра олд, средний возраст 12 лет, самый старый спирт там 20-летний. Экстра 18 лет, самый старый спирт там 30-летний. И экстра резерв 25 лет, вот то, что вы будете сейчас пробовать, 25 лет средний возраст, самый старый спирт там 40-летний. 16 тысяч дубовых бочек с коньячными спиртами разных лет, включая реликвии 1905 год, 15, 1918 годов. Тут находится и секретная комната, рай, хранилище, где спирты 19 века охраняются как национальное достояние. Ежегодное испарение спирта из этих бочек 3%. Они называют это 3% для ангелов.
За 100 лет некоторые бочки теряют до 70% объема. 74 вот такой целых. С 2022 года, да? Да, с 2022 года. И он через 5 лет все равно будет 64 или потеряет? Потеряет обязательно. Обязательно. И снизится градус. Градус обязательно снизится. В 1884 году, вопреки скептикам, доказал, грузинские сорта ракоцители и цоликаури не уступают французским. Завоевал 14 золотых медалей на мировых выставках и звание поставщика императорского двора. Был случай, что в 1945 году Черчилль, который без коньяка не представлял свою жизнь, попробовав коньяк Энисели, воскликнул: «Отличный французский!» А потом, когда узнал, что он грузинский, потребовал 75 бутылок на день рождения. Автор рецепта Вахтанг Цицишвили получил сталинскую премию. Коньяк Энисели, автором которого являлся этот человек, он его создал в 1943 году, спутал с французским. Из-за чего Сталин наградил его сталинской премией. 50 тысяч рублей ни до, ни после крепких алкогольных напитков не был удостоен ни один технолог. На коньяке есть эмблема с горным туром, такая же, как на бутылке Боржоми. Эмблема горный тур обозначает символ силы и чистоты. По легенде, Сараджишвили увидел Тура на скале и сказал: «Мой коньяк будет таким же безупречным». Это компания «Алари», наша партнерская французская компания, которая предоставляет нам самые лучшие лимузиновские сорта дубовых бочек. Тут хранятся спирты XIX века. Можно почувствовать вкус, который пили еще Пушкин и Сталин. Но как марочные, так и ординарные состоят из 4 составных частей. Это коньячные спирты, это дистиллированная вода, чтобы снизить градус. Знаете почему? Потому что классический коньяк это 40-градусный, а там спирты 60-70 градусные. Туда же входит инверсионный сахарный сироп, это сахарный сироп, расщепленный на глюкозу и фруктозу, и туда входит колер. Колер это карамелизированный сахар для придавания цвета. Зачем цвет коньячный спирт в вине получает из тех бочек, которые там, где мы были, да, в спиртах раньше. Но когда к ним добавляется вода и сироп, который, само собой, бледнего цвета, каким бы темным он ни был бы, все равно бледнее, да, теряет цвет. Чтобы довести эти спирты и до того цвета, которые у них были изначально в бочках, обязательно надо туда колер добавить. Пожалуйста, берите, у всех есть, для всех есть бокалы, возьмите, мы начинаем дегустацию. Так почти никто и не пьет. Что так? Знаете, пить-то мы не пьем, мы дегустируем. Это совсем разные вещи. Давайте, может и молодой человек попробовать. Вот только это если что попробовать, то давайте самый лучший попробуйте. Ладно, Не, он не я будет вам дарю. Сколько ему лет? 18. Надо? Он не пьет алкоголь. Он не пробовал никогда еще. Ну, надо начинать когда-то. У меня налит вот этот экстра. Нет, дорогой, у вас налит VSOP. Это 8-летний коньяк, средний возраст ему, самый вот Квентвиса Царис. А этот будем пить? А как вы же взяли этот? Если я выпью вот этот, то что, это уже не дегустация. Слушайте, вы сколько хотите выпиваете, если не, то что соленое можете сюда вылить, попробовать надо. Знаете, я всегда говорю, я тоже не пью, но я дегустирую. Целый день. Целый день. И от этого мне неплохо как-то, все нормально. Его должны оценить визуально, знаете, вот такая блестящая, прозрачная, без помутнений, без осадков. Обязательно надо сделать маленькую оксигенизацию. Для чего это нужно? Чтобы кислород зашел и букет открылся
быстрее, лучше и глубже. Хорошая и старая жидкость. И знаете, как это шутя, конечно, наши технологи часто коньяк сравнивают с женщиной. И говорят, что вот как на женщину, на коньяк тоже надо сперва посмотреть, и оно должно вам понравиться. Да. А если у женщины такие длинные ножки, это вдвойне приятно. И мужчина, говорит, начинает с такой женщиной флиртовать. Мы после вас давайте. Мы посмотрим, как это надо делать. Вы что-то там говорили, что надо что-то делать. Просто сейчас что дальше? Уже залпом? Да. Я сейчас упаду. Почему я все это говорила? Ты же мне уже надоело себе флиртовать уже. Очень быстро. Я не заметил, что вы делали. Я пригубила и проглотила. Еще один бокальчик и поедем. Вот сейчас прям вот этот 25-летний, не в каждом супермаркете такой есть, стоит 1300 лари, да? Это примерно $500 эта бутылка стоит. Ну да. Хоть даже кто никогда не пьет, то надо выпить такой, раз уже предлагают. Только так не надо. Так не надо. Так не надо. Пришли в фирменный магазин, возьмем родителям по бутылке, так чисто по вечерам для расширения сосудов. Какой себе? Вы тоже можете попробовать. Попробуй. Сейчас просто тарелки принесут. У нас очень мало в Беларуси фасоль используют, правда? Вот в России, в Украине много фасоль используют. Мы были, когда на Кубе, тоже, мы говорим, основной ваш рацион какой? Они говорят, фасоль, рис. Фасоль, рис. У нас нету фасоли. У нас фасоль, ну, редко куда. Фасоль из Америки привезли. А вы любите фасоль? Да. Попробуй. Моя семья вообще супер любит фасоль. Если каждый день будет фасоль, они будут кушать. Так любят. Вы, наверное, картошку не пробовали. Белорусскую? Да. Пробовали, драники. Да, кстати, Вкусно, Васо был в Беларуси 7 раз. Это мы в Грузии столько не были, а он 7 раз в Беларуси. Я пробовал драники с картошкой, драники с мясом, драники с майонезом, драники с сметаной. Слышишь, ну а здесь драники не найти здесь, правда? Здесь нет. Вот почему котлет. Видишь, грузинские блюда есть по всему миру, а белорусские нету по всему миру. Ну почему? Может у вас и здесь есть такой ресторан котлета в Беларуси? Кто знает? Может быть. Украинский есть. А вот деруны можно. Это же драники. Деруны с мясом, да. Деруны это драники. Мы зашли в ресторан, которому 58 лет. И называется он «Фасольная». Фасольная перевести. Салобье. Кто-нибудь когда-нибудь свой ресторан назвал бы «Фасольная»? Гороховая. У нас у всех название должно быть такое, как минимум шашлычное. У вас есть васильки. Я вот так. О, так она горячая. Это с кукурузы хлеб. Да. Ты не пьешь. Ты тоже не пьешь. Не надо? Не хочется попробовать? Можно чуть-чуть. Ну что, мы дома готовили хачапури по-аджарски, вот с яйцом, и у нас в тандыре получалось. А вот ехали через Россию, да, и вот там вот это называют осетинский пирог. Осетинский там, знаешь какой? Внутри А еще... чему она сделана, эта булочка? Это кукурузная кукуруза. Осетинская, там внутри картошка и сыр вместе. Ну да. Вкусно. Это называется хабицгина. А это хачапури, там только сыр внутри. Эмеретинский сыром делается, поэтому и называется эмеретинский хачапури. А мы завтра в Тайване поедем, какой хачапури будем готовить? Эмеретинский хачапури.
картошкой? Не. Проходит? Сыром. Ага. Я такую лепешку никогда не ела. С кукурузой? А, то есть это ваше традиционное блюдо, такое тоже? Ну, каждодневное. Если не сказать, что это из Бразилии привезли фасоль, тогда наша традиционная. Ну, у нас так... По-грузински делается. Зелено. В Грузии очень часто подают лимонады. Вот тархун, это с ванилью. Причем эти лимонады с добавлением натурального сока, сиропа такого. Не химические. Кипяток, все. Надо ж кушать обязательно. Надо 3 штуки поставить, прикладывать. Вот так. Потом откусываем. И пьем сок. Тут. И пьем сок. Горячая. Ты наши видео не видел, но наши зрители знают, что я бы сюда добавил еще 300 грамм сметаны и 200 масла. А сам хикали весит 100 грамм, да? Да. Поэтому ладно, буду по-вашему есть. Я же все-таки в Грузии буду с перчиком. Я с перцем не люблю. Но вот это вот не кушать, ну это вообще по-богатому просто. Это даже собаки не кушают. А мы не можем есть. Кушают, мы собак кормили, кушали собак. Честно. Она здесь, где мы спустимся к роднику. Молочный родник, здесь Святой Нино. Вот так. Прямо вот так переводится. Смотри, какое устье, это оттуда выходит река. Это Арагви и это Урал. Они сливаются здесь. Где родник? Родник надо внизу спускаться. Мы сейчас спускаемся к этому роднику. Но сейчас там вода тоже такая с привкусом молока или сейчас? Да, привкус молока, поэтому я хочу, чтобы это вы увидели. Пошли попробуем. И потом она где молилась, Святой Нино этого сказала, что приказала, так скажем, что отрубите эту дерево и делайте 3 креста. Один крест стоит в этом раме, второй стоит в Великой Троице, и третий крест посередине. Я только что обратил на улице внимание, что там крест вот такой вот, как у Святой Нино. Он Нагнутый, да. нагнутый. Почему? Потому что Святой Нино зашел с этим крестом. Ну, там была такая ситуация, что у нее приснится, что надо было делать крест с виноградным лозой. Она взяла 2 виноградные лозы и со своим косой отрезала косу. И со своим косой завернул. Да, он везде на И иконах. вот здесь тоже смотрится ее волос. Вот видно. Уже закончились листики, видишь. Вот этот родник вымолило Нино. И что, будет вода похожа на молоко? Да, у нее чуть привкус есть живого молока. Там увидите. Ты видишь, почему вы друг друга плохо слышите? У вас, походу, кузнечики, саранча, вот это, которые, это, они вот такие вот. Знаешь почему? Вы, походу, хинкали выкидываете, они их доедают, вырастают такие. Посмотри, тут какой шум. Ну, как будто действительно
Даже пахнет чуть-чуть молочком. Вот видите? Пахнет, вот как я, у меня запах детства такой, когда Топленое молоко, да? нос совываешь в банку с молоком, нюхается вот есть, а вкуса нету, то есть запах есть. Вот что надо попробовать. А мне кажется, что как будто бутылка была из-под молока, туда налили воду Но пахнет молоком. и смешалась с молочком чуть-чуть. Ну 100% эта вода необычная. На вкус 100% она необычная, да. Внутри. Церковь 7 века. Посмотрите, какие большие блоки. Делали из камня и все вручную. То есть не было же никаких электроинструментов. Сейчас здесь, кстати, копейки. Лари. Тут можно 100 лари насобирать, если захотеть. А ты попробуй. Да ладно, еще побьют. Грузины их зарежут. Орнамент над дверями тоже сделан вручную. Вот это сверху город Мицхета, первая столица Грузии. Поехали туда, сейчас там погуляем. Это две реки, Арагви и Кура сливаются вместе. Видишь, столицу сделали и вообще города. На берегу рек, да, потому что на берегу рек была вода, рыба, как и все древние города. Вода всегда нужна человеку, поэтому ближе этого К воде к воде всегда строились. Да. Но видите, тут вокруг горы, Мицхета не мог расшириться, и поэтому этот город, столицу перенесли в Тбилиси. Совсем рядышком здесь. Одну секунду назад мы были вот там, на самой горе. Мы находимся недалеко от нынешней столицы Тбилиси, в городе Мицхета, который является древней столицей Грузии, 3 век до нашей эры и 5 век нашей эры, и центр грузинского христианства. Вы что-то прятались? И вот туда, да? Да, и туда, и туда. Лево-вправо. Да, тут высокое здание, а там маленькое, низкое, да? И потом замуровывало сзади, да? Да, конечно, чтобы не видеть. Да, видите, здесь потолок выше на метров 5, чем здесь. И получается, туда заходили и прятались, если нападали. Если нападали какие-то враги, детей, женщин, в это окошко прятали, замуровывали, пока враги не уйдут. Здесь расположен собор Светицховели. Это главный храм грузинской православной церкви и объект ЮНЕСКО с 1994 года. Кавказская страна Грузия в 326 году нашей эры стала второй страной мира после Армении, принявшей христианство как государственной религии, благодаря проповеди святой Нино, на роднике которой мы только что с вами были. По преданию, под этим храмом захоронен хитон Иисуса Христа, который привезли из Иерусалима. В храме также хранится плащ пророка Илии. Церковь построена в 1010 году, то есть ей 1000 лет. Иисуса Христа. Нас так, а деревья Иисуса Христа. Сколько ей лет?
Это старое. Тут еще человек в форме льва. Это очень старое. Как они это строят? Драконы, лицей драконы, это слово. И вот это трон. Там тоже был такой второй трон. И патриарх, и наш царь друг друга служили. Надо было, чтобы здесь как-то пережить. И у них будет здесь и еда, и мука, и все. Это ж не настоящий народ. Не знаю, там мощь, а он там, наверное, мощь. Там же какое-то стекло сделано, и там. В ноге вот там Да, да. кусочек какой-то, Кусочек. видите? Слышишь, вот здесь рядом Турция, и у нее часто трясет, землетрясение рядом. А у вас вот здание прямо на горе, которому 1300 лет, и к этому 1000 лет. У вас же тоже тут землетрясение, наверное, есть, потому что горы. Да, есть землетрясение, но они выдерживают, они так сильно построены, старались так. То есть хорошие стены Там, такие. да, очень широкие стены, там где-то 1,5 метра будут широкие стены. А ты когда-нибудь здесь, и ты вот камни на здесь. своем веку землетрясение здесь испытывал? Да, в Тбилиси было большое землетрясение, где-то в 2003 году. Так. Ну, тогда погиб 3 человека. Ну, То есть здесь когда бывает. разрушили, да. Здание тогда. Ну, действительно строили, значит, Но- условия сердца не выдерживают землетрясения они. Эти тогда строили еще, сейчас таких не могут достроить, я уверен в этом. Тогда еще больше любили, наверное, Бога, и из-за любви делали все так, качественно и сильно. А сейчас новостройки, думаю, что удержать это землетрясение, я не думаю. Мы идем по городу, который 3-4 века до нашей эры. Сураб Церетели этого Культурный комплекс. сотворили этого чудеса. Летопись Грузии. Автор. Посвящается 3000-летию грузинской государственности и 2000-летию начала распространения христианства. Приехали мы назад в Тбилиси на современный монумент «История Грузии», расположенный на холме у берега Тбилисского моря. Этот грандиозный комплекс создан знаменитым скульптором Зурабом Церетели. 16 колонн высотой 35 метров, образующих круг. Каждая колонна разделена на 3 смысловых яруса. Нижний ярус – это библейские сюжеты, отражающие христианские корни Грузии. Средний ярус – это фигуры великих правителей, царей, цариц, военачальников и деятелей культуры. И верхний ярус – это сцены народной жизни, сбор винограда, праздники, уборка урожая. Скульптура создана из бронзы и меди. Изначально на этом холме планировали установить 100-метровый памятник Сталину, уроженцу Грузии. А после развенчания культа личности проект переосмыслили, поручив Церетели создать монумент в честь юбилеев государственности и христианства. Строительство завершено в начале 2000-х годов. Гамаджоба. Гамаджоба. О, это хороший. Не музыку. Так она гавкает же. Как она гавкает. Приехали к Квасов в деревню. Кстати, на всем Кавказе мы еще ни разу не видели дом, где нет высокого большого забора и огромных железных ворот. Вот везде, в Владикавказ и вот здесь, в Грузии, то же самое. Наверное, потому что были когда-то неспокойные, вечно
воинственные регионы, поэтому, наверное. У нас в Беларуси уже открываются, делают спереди заборы прозрачные. А где-то в Америке их заборов вообще уже нету. Гамарджоба. Тут залита просто площадка из бетона, а потом облицована мозаика из плитки, просто кусочки плитки. И смотрится очень так аутично, красиво, прикольно, да? Я видел, что у вас очень часто вот такие вот здания из камней. Это получается бесплатный материал, да? Да, Это с горных рек. Да? у нас здесь есть этого река, Ура, тоже, как Тбилиси. И оттуда брали вот эти камни. И это известь, это не цемент. Вот это известь? Да, известью там построено. Это очень древний этого дом, 19 веков. Вот это, да? Да, ширина этого стены 90 сантиметров метров. Знаешь, старинные, престаринные жилища вообще в скалах. По чуть-чуть потом начали уже делать с извести, из камней. У вас вы тут пользовались природой как могли. Да, у нас. Вообще-то известь это очень хорошо для того, чтобы как время проходит, больше крепким становится. А цемент наоборот. Как время проходит, цемент этого крепость уменьшается. Аля, это что, инжир? Это инжир, да. У вас растет инжир? Да. А Можно и кушать. А вот над головой у тебя висит. спелый есть? Не, это не надо. Это уже плохой, да? А посмотрим. Подожди, внутри может быть хороший, смотри. Я первый раз в жизни рву инжир. Смотри, чтобы там не было этого. Гнилой? Не, как это называется? Муравей. Гусеница? Муравей. Это потом Инжир? будет болеть. Он А продается вот это вокруг. помидоры. До нас его довести до Беларуси очень тяжело. Его везут в таких поролоновых мешочках и продают поштучно. Такой товар только купишь вокруг Черного моря. И очень полезен для щитовидки, для йода. И когда мы приезжаем к Черному морю, мы всегда едим и кушаем, покупаем инжир. Ну, вы любите инжир, и мы тоже любим инжир. Я мы люблю, с да. этого готовим вареники тоже, и джем готовим еще. Ты говорил, смотри аккуратно, очень вкусный инжир. Просто супер, прям на солнце сорвал. Ну да. А что у вас еще вкусненького растет? У нас? Это по-русски как? Тута. Ну, я не знаю, я первый раз вижу тута. Тута такие черненькие, вот такие. И белые тоже. Очень вкусный инжир. Они Он здесь медовый, он такой сладкий-сладкий. Скажи, вот таких мы никогда с не этим выбывали, огородом да? отдыхают. Как варенье. Такие они еще зеленые, и сразу же на других же ветках уже спелые. Одновременно. Это висят. первый урожай был, который ты покушал. Сейчас Что у вас? будет второй урожай еще. То у вас еще несколько урожаев, вы тут богато живете. Тепло и поэтому. Вот персики. Ну, персики у нас уже в Беларуси растут. Раньше не было, а сейчас в связи с потеплением климата А вот такой вот. везде есть. А вот может когда-нибудь будет уже инжир расти. Как тебе, Валентина? Я тогда себе посажу. Валентина только что съела 3 инжирины и говорит, я уже, говорит, больше ничего не хочу. Я, говорит, так наелась. Это необычный персик, какой-то длинный он, не? Это грузинский персик называется. Ага, хорошо. Ты слышишь, это дача ваша или ты здесь детство провел? Дом родителей? Дом... Это здесь все тоже провел, а сейчас как дача. Ну тут жила твоя прабабушка? Да. Это прадедушка жил здесь. И он был изобретателем. 14 изобретений у него. Я фото покажу. Грецкий орех. Так, а где помидоры? А вот здесь помидоры. Потому что у нас в Беларуси уже есть красные помидоры в теплицах. Ну у вас в теплицах, а это настоящее. А это без На теплиц, солнце, да. Натуральное.
надо. Вот такой большой помидор. Скоро будет спелый. Ну, вот помидор. Все. Вот помидорами нас не увидишь. У Вали больше помидоров. В 100 раз больше помидоров. У меня 2 теплицы. У Вали вот такие уже помидоры, вот с такими большими. Ну ладно, ты пока иди, мы пока инжир поедим. Кушай сколько хочешь, только там собака. Собаку не спускай не надо. Сейчас пойдет собаку на нас спустит. О, осы там на инжире сидят. Все в голову не попал. Обычно на прилавке покупаешь, они такие холодненькие, а здесь прям горячие, кушаем. Шикарный инжир. Первый раз так в жизни с дерева один инжир. Еще для Ваньки надо. Да. Это ему хороший инжир будет. Сейчас несем. Вообще супер. Ты просто представляешь, на ломай и кушай вот в середине. Просто шикарный. Ты видишь какой? Он сладкий. Обалденный. Пойду еще больше. Класс. Вот, а тут потолки высокие такие. Ну, это прибавлено просто, и поэтому. А, Это Это часть потом- прибавлено, это а это потом. уже старое. Вот отсюда, из этого дверя начинается старое. И вот тут жил твой дед. Здесь жил мой дед. Ну вот тут уже сделали современный ремонт, да? Ну да, вот я сказал, что потолок не сделали, но все равно сделали. А натяжной сделали, да? Ну, стены такие же, вот широкие там видно. И дверь тоже очень старая. Ну вот как раньше строили. Это метровая стена. Метр. Туда еще. То есть подоконник, не надо было его делать. Он просто. С камнями сделано. Поэтому здесь так прохладно. А на улице жара плюс 33, а здесь плюс 20. А комфорт. сверху еще насыпали этого земли. Сверху насыпано земли на этом На потолке. чердаке, да? Землей, да? Да, землей насыпано. А вот там второй комната еще. Это 19-вековый шкафчик. Ага, видно, что старинный. Старый. А вот это тот человек, который изобретателем был. Вот это. Твой дед, да? Да, здесь. А потом он должен быть в 1939 году премию взять в Россию. 500 000 рублей. 500 000 сколько было тогда. И его убили там. В России? Не, здесь убили. А что И на его что гроб изобрел еще- интересного? Он рыбальную этого рыбалка ловующая машина, или как это сказать. Рыбу ловит, короче, сам ловил рыбу, мог бы этого там поставить, какие размеры рыба хочет, чтобы ловил и сколько хочет ловить, это он сделал. Еще кирпичные разрезанные машины, которые кирпичи резают так автоматически, это он придумал. Еще как этого называется, подожди, вспомню. Я предохранитель. Он, да, в этом в заводе этого пожар случилось, и они дали, озадачили его. Он много думал, и какой-то вот такой большой предохранитель придумал. И этого портился сначала вот этот предохранитель, а потом, если что, потом уже на завод. Из чего здесь потолки сделаны? Вот сейчас здесь они, вот здесь они высокие, потресканные. А там сверху земля над ними, да? Какая-то. Да, вот поэтому и есть трещины, что земля над ним. Так в доме комфортно, слышишь? И здесь тоже, смотрите, какие стены. Короче, Вот. Это как крепость, а не дом. То слышишь, он будет стоять, еще твои праправнуки будут сюда приходить и буду говорить, что стоять, тут да. прадед жил. я вообще не буду его продавать никогда в жизни, потому что здесь прадедушка жил, и он такой известный был. Вот типичное грузинское старинное здание. Черепица. Ну, вообще на территории Грузии очень много родников. Даже вот в этой деревне сколько родников? Вот на этой территории. В нашем деревне я посчитал 18 родников. И это еще мало этого выходит вода. А там такие трубы, и такие вода выходит. В тех родниках, да? Да.
И ты в детстве спускался со своего дома сюда и с кувшинами тащил их назад, да? Да, длинными кувшинами такими, большими. Так это что же прикольно? Это, знаешь, это же здоровье. Тут же нету хлорки, как сейчас современные Это люди здоровье. по железным трубам текет. Здоровье, но когда тебе нужно много раз приехать сюда. Тоже здоровье. Тренировка. Тренировка. Кругом здоровье. Вот давай, потренируйся ты тоже. Не надо. В день 10 раз. На улице плюс 33 сейчас. Поэтому вот эта ледяная вода, которая плюс 5, очень приятно так вот заходит. У вас инжир растет во всех дворах, как у нас яблоки. У нас на видео мы когда яблоки вот так вот возьмем 2 ведра и свиньям. Люди говорят, что ты делаешь? Ну, подписчики, у которых яблоки не растут. Они там пишут, да? Да. Что вы делаете? Вы что, яблоки? Так и ты на нас смотришь, как на диких людей ходят по дворам, везде инжир кушают. Вот. Заборы везде высокие. Ни в один двор вы просто так не заглянете. Хачапури по-аджарски? Пицца итальяно? Главное, пожарного с полицейским не лепите. Я спросил, как зовут этого мальчика грузинского. Он сказал Дмитрий. Он Дима, как и я. А Васо называют у нас Васей, он Васо. А Диму называют здесь Дмитрий. А ты Милано. Милано. Поэтому итальяно пиццу отдельно. Мы вчера такой же кувшин купили. А Васо говорит, а зачем вам этот кувшин нужен? А Васо, смотри сколько. Ну там с рисунками, поэтому я спросил. Там с рисунками, ну и что? Ну, мы еще и такой купили. Такие были очень старые. Мука написано по-русски. Значит, вы в Грузии пшеницу ж не выращиваете, правда? Не выращиваю. Поэтому все Раньше привозят. выращивали, а сейчас очень мало. Вас- Выращивают, но очень мало. У вас маленькая территория, чтобы тут комбайн с Есть пшеницей. территории просто. Мало у вас территории. Есть территории. Знаете, как большие территории? Где вы на камнях, в горах будете сеять пшеницу? Нет. Выращивайте баранов. Оставьте нас в покое, да? Да, а мы вам пшеницу. Это наше дело, пшеница. Выращивается баранов. Давай потом скажем. Это коровий сыр, да. Эмеретинский сыр. Эмеретинский. У вас был ресторанный, поэтому он очень хорошо разбирается. Вы его где покупаете? Здесь в деревне покупают. То есть на домашний сыр. Да, домашний сыр. Сейчас Васо научит Валентину делать хачапури, а меня научу делать шашлык. Нет проблем. А шашлыка ничего не надо учить. Так легко готовится. Это вы просто заморачиваетесь там какой-то с майонезом или чего-то. А вы там, перец и соли и готово. Перец вообще-то не надо на мясо, потому что вкус теряет. Потом. А что надо? Мясо, ничего не надо, только соль надо и соль. Серьезно? Да, это перец вкус теряет, это мясо. Именно с перцем. Хорошо, попробуем чисто соль. Выпилять мелкими, чтобы мелкий чтобы не порвался этого теста. Валя, где мы в Беларуси будем искать такой сыр? Так, Ну, будем какой-нибудь... Там сулгун же есть. Сулугуни, Просто да. сулугуни, знаешь какое? Когда охлаждится сулгуни, этого очень крепким становится. как называется это хачапури, который мы сейчас делаем? Это эмеретинский хачапури. Имеретинский. Имеретинский. Имеретия у нас есть такой регион. Эмеретинский. Имеретия.
Там у нас во всем регионе свой хачапури. Аджарский хачапури, имеретийский, мегрельский, это сам Мегрелов делают. Там в Осетии делают еще осетинские хачапури. Там. Они уже там называют осетинские пироги. Пироги. Вообще мы называем его хабицгини. Хабицгини. Я уже забыл. С картошкой и с этого, с сыром. Вань, смотри, что я нашел. Смотри, какая ступа. Огромная деревянная. А это настоящий тяжелый камень. Смотри. Мять специи. Да, чеснок они мяли. Да, это вот такая вот чеснога, да. Вот. Настоящий камень. Такой где-то весит где-то килограмм. Васо, меня еще когда не было на свете, мой папа был в Грузии, и у нас вот такой вот рог лежал прямо в стенке все мое детство. Я говорю, папа, зачем такой рог? Он говорит, грузины с него пьют. Я говорю, так зачем пить, его неудобно. Он говорит, гость приходит, ему его наливают полный, и он его не может поставить, ему приходится выпивать его. Да, это правда. Да. Правда? Да. Это так и должно быть. И сразу он приходит ему с порога на два рога, и он ходит вот так вот. Ну так масло? Масло так пахнет? Да? А чем оно пахнет? Есть саутшево. Саутшево пьет. Тимка, понюхай масло, как пахнет. Что, необычное грузинское? Это не грузинское вообще. Не грузинское, это азербайджанское, да? Грузинское масло были там творили сюда. Оно похоже как подсолнечное масло. Что, это что язык? Это азербайджанский, чей это язык? Да, или турецкий, или азербайджанский. азербайджанский. Очень вкусное масло, очень-очень вкусное. Оно... Масло вообще-то... Как пахнет. Оно похоже на топленое масло сливочное. Ну топленое, да, пахнет. Угу, нет у нас такого масла. Настоящий надо купить в кафете. Ну, это тоже, наверное, настоящий. Оно вкусное, хочется вот так вот с горла выпить. Есть кахетийский тоже, они говорят. Масло тоже не надо? Не надо, ну уже все. Кахетийский, да, подсолнечное масло. Настоящее домашнее. А эти знаешь, чем пахнут? Вот как будто ты ходишь по рынку в детстве, и вот бабушки жареные семечки продают. Вот жареными семечками. Это семечками сделано. У вас вкусные продукты. Да? Их еще не начали готовить, они уже пахнут. Поедем к Кахетию. Там купишь такое. Теплая. Вот смотрю на лампочку, просто на лампочку, и у меня возникает вопрос, какой здесь климат. Вот у нас так просто не оставишь, потому что у нас часто дожди идут, у нас часто снег. Вот в этом месте снег как часто? Снег очень редко здесь. Может и года пройдет, и снега не будет. То есть можешь там раз в 3 года увидеть снег, да? Да. Поэтому и растет у вас и инжир. А дожди часто идут? Дожди не часто, это же восточная Грузия. В Восточной Грузии дожди не часто, а вот в западе, там, если начнет, там длится неделями. Там. А как же тогда растет этот инжир, виноград, клубника? Как это все поливаете? Поливаем, да. Есть же колодец, из колодца. Все поливать надо, да? Давай, я буду держать, я такого еще прикола не видел. То есть ты просто сырую свинину надел и все? Конечно, да. Даже не посолил? Пока нет. Потом посолю. Потом посолю. Там, где на Кавказе, где живут мусульмане, там они свинину не едят, там только... Ты хочешь сам делать? Я буду смотреть. Делать не хочешь? Я буду учиться. Поэтому здесь в Грузии едят и свинину, и баранину. Вот. Васо больше любит свинину, потому что, говорит, когда баранина остывает, то она становится невкусной, да? Должен быть чуть жирный, чтобы жир потом помогает мясу вкусный быть, как копченый так делают. О, так нифига себе ты соли. Слышишь, переворачивай, да? Она берет столько, сколько и нужно, понимаешь? И что, в ресторанах тоже так ты готовил? Да. Что-то ты соленый нам идет. Хватит, это соленое будет. Не будет соленое. Вот это ты даешь. Вань, что это? Вы такое видели вообще?
Возьмут столько, Ты был соль, перец. Прям как мы так делаем, когда варим раков тоже. Рак возьмет столько соли, сколько захочешь. Но тут же ж вообще много соли, да. В конце выступает зайчиков. Хор зайчиков, пальчиков. Что с ним делать? Всё. Сейчас этого надо раскатать. Ага, чем вы Ногами, руками. Ногами. Вот так. Да, вот так вот. Покажи, а нахрен рукой ногу сейчас. Сейчас покажется. Смотри. Шашлык горит. Пошли возьмем шашлык. Это когда огонь поджигает, тогда надо. Так ты чем полил? Вино. Домашним? Красное, да, домашнее. Без сахара? Без сахара, конечно. Давай. Все надо. Вот это все? Да, все надо. Выкидывай. Так это много. Все? Еще это? Еще давай, все, давай. Вот так. Ага. Я так не умею. Вот так? Да, давай. Умей. Васё, иди к шашлыку на всякий случай. Вот так? Ты будешь переводить? Ага. А, только мешочек делать, да? Васо. Да. Конечно, уже шашлык получается не без ничего, а уже с солью и вином. Да. Домашним вином. Так и надо. Ты его сам делал? Вино, да. Я сам делаю. Виноградное. Я продаю в бутылках этого, разливаю, продаю. Вино. Это. Все, и сыр там внутри остался? Да. Все, у нас все получилось, видишь? А, сильнее, да, надо? О, какая большая лепешка получилась. А где они такую сковородку возьмут? А в духовку? В духовке уже. Покажи. Там будет. Она поднимется вот так. Там просто сыр внутри. Да. Со всех сторон тесто, а внутри сыр. Ага. Все получилось. А это яйцо? Яйца. Яйцо. Ключ. И сколько градусов? 200? 250 градусов. Хлеб. Насыпаем соль. А, потом Не лук, да? надо. Потом вот так. Ты колдуешь? Да. Молитву читай. Все. Это уже готово. Это берем. Кушать завтра и можно. Ну, надо где-то 5 минут подождать, чтобы лук этого впитался. Вроде бы продукты те же, но все не так, как у нас. Вот даже салат делают. У нас салаты делают, ну вот, шкурку с огурцов, но редко чистят. Только когда огурец горький, правда? Да. А тут вот все салаты, все рестораны, все кафе, где мы вот вокруг брали салат, везде с огурца снята шкурка. Даже вот с этих ингредиентов. Вроде бы шашлык делают, как мы, да? Но если бы у нас были соль, лук и вино, мы бы эти ингредиенты сначала залили в сырое мясо, сутки пропиталось, пару часов, и потом бы жарили.
А они сначала посолили, сначала накололи мясо, потом посолили, да, все сделали потом. Ну вот сейчас посмотрим, вкусно или нет. Ты как думаешь, будет вкусно? Ну, поэтому и так говорят, пошли мясо пожарим. А мы говорим, пошли шашлыку и пожарим, сделаем шашлыки. Это что? Расскажи, что ты откуда? Вот это вино виноградное. Это тавуэри. Редкий сорт. Тауэри? Тавквери. Тавквери. А это? Это катители. Это в Кахете очень много. Тоже виноградное? А это карты. Да. Оба винограда, но сорта другие просто. Ты сам это делал, да? Да. Это, оба. Я и мой отец вместе с ним. А можно это на видео показывать? Ты пока, получается, самогоноварельщик. Что видео показать? Шучу. Я удивился. У нас тоже в Беларуси делают, даже мой папа, но он делает, да, и виноградные, и это знакомый у нас делает с вишневки. Точно, слушай, почему действительно? Вино можно делать, да, по закону, а самогонку, а водку нельзя делать, запрещено. У вас? Ну да. Почему? Ну не знаю. У нас можно все, вино, самогон, все можно. Да? У нас чача называется самогон. То есть ты можешь заниматься чачу вина? Да, мы делаем чачу. После винограда мы делаем чачу. Это же жмихи. У нас в Беларуси официальных самогонку можно делать только вот 7 аппаратов узаконенных. Вот нет. То есть, а больше дома ты не можешь делать. Ну это потому что... А вино можно. Что такое? Пошли попробуем вина. Вино можно. Потому что самогон это крепкий напиток, понимаешь? И нельзя тебе пить. Как это называется? Кемали. Вот это. Это пхали называется. Пхали? Да, это из травы делают. Кого пхали, где пхали? Нож надо. Нюхай. Что это тебе принесли? Специи тоже. Мясо какое-то. Ну так вот нам без переводчика вообще никак нельзя. Васо, это что? Что это? Это харчо. Это не суп харчо, а харчо. Это западное блюдо. Это мясо? Там мясо куриное. Васо, Да. мы только приехали еще вчера, да? Считай 2 дня. Вчера мы пробовали 2 вида вина и 3 вида коньяка. Сегодня опять 2 вида вина, да? Да. И что? И что, мы не пьем, это мы дегустируем, да? Это дегустация. И что, если мы здесь 10 дней проводим, мы будем алкашами такими. Все дегустируем и дегустируем. А ты скажешь, я не алкаш. А как мы дома уже без вина будем жить? Это просто булка, как это называется? Лаваш. Это, да, тоне называется. Тандыр. Донер. Тоне. Тоне. Шоты. Что ты? А ты Что ты, а? Что ты называешься? Что ты? Бери что ты. Давай, начнем. Давай. Только тебе какого? Красного? Да. Давай, если такого, а тебе такого, и будем друг у друга пробовать. Давай. Потому что, походу, больше кроме нас дегустаторов здесь хороших нет. Все за рулем. Да, просто будем Нюхать. чокать. Но вот это красное красивее выглядит, да? Это И что хорошая тоже. Давай, за вас, за ваш приезд, за наше знакомство, И за ваше гостеприимство. за гостеприимство. Давай. Да. Кемали – это подается к шашлыку. Это специи из сливы. Слива, специальная слива. Тэйса, хочешь да учат, патарада нам. Кто наш хочет? Ну что скажешь? Шашлык из СССР. Да, шашлык из Советского Союза. Действительно, кроме соли ничего не надо. Конечно, потом такой соус дадут, Вином польют еще, да, лучка сверху. И все кажется вкусным, да? Друзья, если вы положите в мясо
перед тем, как его пожарить в майонез, вы извращенец. Я не очень люблю. Сочный, вкусный, ароматный шашлык. Да, мне тоже понравилось. И больше действительно ничего не надо. Ваш приготовленный хачапури тоже покушайте. Это тебе. Вот дома будешь готовить? Буду. Не только по-аджарски, дома мы по-аджарски готовили. Значит, знаете, пожалуйста. Смотрите, сколько сыра. Вкусное дело, да? Вкусно и получилось. Вы так вкусно готовите, почему ты не толстый? Я Ну? много хожу, поэтому По горам. по горам, по домам. Везде. Какой вкусный, а? Кто был поваром вообще, не? Замечательный. Все, поедем. Но я, если вживую не видел, как много-много насолили, а потом кушал его, а он не соленый, ну такой, как надо, вот просто в идеале, я бы никогда не поверил. То есть хорошо, что я это увидел своими глазами, попробовал. Сейчас будут готовить. Что ты маму говорил, ж деда? Деда это ж дед старый. Не деда, а деда. Деда? Да, деда. Это что? Деда это мама по-русски. А папа это баба? Папа это мама. Папа это папа. Да. Папа это А дед это папа. Дед это папа? Папа, да. Я вообще, если честно, уже не могу. Папа. Деда, деда, это мама. Деда это мама по-русски. Дальше. Мама это папа по-русски. Ты что, папу называешь А мама? папа это дедушка. Ты называешь папу мама? Папа, мама, вы это нас украли? Что это мы украли? Мы называем нормально папа, мама, А мы мама. тоже нормально Ты называем. папу называешь мама. А маму дедом. Маму деда. И говоришь, что мы украли. Это мы с самого начала называли, а потом мы начали называть. Понимаете? Я, если честно, я, наверное, вина выпил. Я потом погуглю деда, мама, папа. Выучишь. Так, а деда как называете? Дед это папа. Дед это папа? Да. А папа это мама? Да. Это мама. Я пошел. Я в Батуми, пока. Пока, до свидания. Счастливого пути. Грузины интересно для нас называют родственников. Действительно, папа у них мама. Уменьшительно-ласкательное – мамико. Мама – деда. Ласково – дедико. Дед произносится как бабуа. Часто сокращают до бабу, бабушка, бебиа. Разговорный вариант – бебо. Мама равно отец. Да, грузинская мама – это папа, а не мать. Вот, например, сам Сталин обращался к своей маме в письмах. Моя уважаемая мать переводилась как «Чему потицемуло дедов». Не называл он ее ни деда, ни дедика, потому что их отношения были холодными. А вот, кстати, мы и приехали в город Горы, где жил в детстве Сталин. И сейчас там расположен музей, посвященный ему. Музей Сталина. Пошли посмотрим, что там. Гитлер. Спроси, сколько стоят советские деньги у него. Русули пули, Агус. Აფილარი, ფუძმეტილარი, ყველანაირი ფასია, პაპა. აი ეს არის გავითავლა შეგებული. აი Ese не интересует, русули пули. ო, პაპა, 15 ლარი, 5 ლარი, 15 лари, 5 лари. Вот это. вот это Гитлер. Deutschland. Это настоящее? Настоящий, конечно. Вот есть Сталин. Вот Гитлер, это Сталин. Вот и აწერია როგორ არა წერია კაცო, მაგრამ წერია.
ეს ვერცხლია თუ ისე? ვერცხლებია, ვერცხლები. პაპა, აი წელიწადწერია და კაკალი კაცი ხარ პაპა და. ყველაფერი წელიწადწერია. У меня больше всего ёкает вот от этих денег. Когда тебе дадут вот этот целый рубль, ты пойдешь, купишь морожка, и еще сдачи останутся. Вот таких денег я не держал никогда в детстве, а вот это мои. Какие не держал? Вот, ну, вот те мне родители не давали. Вот максимум, вот эти вот, ну, даже вот такие не давали. Вот это мои самые любимые деньги были. 3 рубля? Да, 1 рубль, 3 рубля, это мои карманные расходы. А чаще копейки вообще. Да, 5 копеек можно Кто для меня газировки повзрослее, у купить него еще. на эти ёкает, у меня вот на эти, это мое детство. А Ваня думает, бедный папа, ну у тебя и детство было, да? Да, дай рубль, мне Фоня рубль должен. 50 лари. Вот это 50 лари, а это сколько? Это 100 лари, ну, уступим. 100 лари, это где-то $30. Тут артефакты тут продаются. Вот, пожалуйста, за 15 лари. Вот эти все по 15, да? Да. 1 рубль вот. Дочь моя, надо что-нибудь купить. А что, я вечером твой фото буду... А что польские злоты здесь у вас делают, современные? Да, кто-то бросает. Среди виноградников и руин древних крепостей стоит музей, который не решается ни проклясть, ни прославить своего героя. Это не просто коллекция артефактов, это зеркало, отражающее наше сложное отношение к прошлому. Такой злой. Свидетельство об окончании у него было по первому разряду. Его отец Виссарион Джугашвили родился в Кахете. Есть такого было в Грузии Кахете. Может, там были, еще будете. У его семьи были виноградники. Он был свободный крестьян. По профессии он был сапожником. А его мать Екатерина Геладзе родилась в селении Гамбареули Корейского въезда. В семье было 2 сына, Михаил и Георгий. Они оба скончались от оспы, еще по младенчеству. Когда родился Йосиф, он заболел этой болезнью в возрасте 5 лет. Он остался жив, только на всю жизнь на лице никакой распинки, а после болезни у него остались. Мать дала ему духовное образование. Она его определила в Корейское духовное православное училище. Вот это вот здание. У входа в музей замер личный железнодорожный вагон Сталина. Весом 83 тонны, с бронированными стенами и венецианскими зеркалами. Он кажется символом абсолютной власти. В 1945 году в этих стенах решалась судьба Европы. Сталин ехал на нем на Ялтинскую конференцию, где рукопожатиями делили континенты. Но есть и другая правда. В этом же вагоне подписывались приказы о депортации чеченцев и крымских татар. Сегодня внутри сохранилось все. Дубовый стол для совещаний, кожаный диван, даже душ с никелированными кранами и унитаз. Рядом с мраморным дворцом музея, будто насмешка над помпезностью, стоит крохотная глинобитная лачуга. Здесь в 1878 году родился Иосиф Джугашвили. Всего 10 метров квадратных. Кровать, стол, пустое ведро для воды. Экскурсоводы здесь шепчут, здесь будущий вождь учился выживать. Но музей умалчивает, что Сталин прожил здесь всего лишь до 4 лет. А его отец, сапожник, спился и бросил семью. Очень красивые, первые юношеские стихи, романтика, мистика, смысл жизни. Он воспринял газету «Иверия», называлась «Тифлиси». В главном корпусе 6 залов, где время застыло в 1953 году. Зал юности, тетрадь со стихами 16-летнего Сосо, розовый закат над Курой, строчки, написанные рукой, которая позже подпишет смертные приговоры. Зал подарков, шкатулка с бриллиантами от сибирских шахтеров, вышитый шелком портрет от колхозниц, сотни бюстов из мрамора и красного дерева. Каждый дар – гвоздь в конструкции культа. Траурный зал – копия посмертной маски.
отлитой через 3 часа после смерти. На стене фото, тело в гробу, а вокруг тишина. В музее 60 тысяч экспонатов, но ни одного нет о Голодоморе, расстрельных списках и лагерях. Лишь одна скрытая витрина упоминает репрессии, и то как досадную ошибку системы. В 2010 году ночью вывезли 6-метровый бронзовый памятник Сталину с главной площади. Он год пролежал лицом вниз на свалке, пока жители не потребовали вернуть сына горы. Теперь он стоит во дворе музея. Единственный в мире сохранившийся монумент вождю на постаменте. В 2008 году на здании висел транспарант. Этот музей – фальсификация истории, оправдывающая кровавый режим. Но к 2017 году его сняли. Борьба с прошлым проиграла туристическому потоку. Само здание музея построили в 1951 году, как храм социализма, но после смерти Сталина хотели снести. Уцелел чудом. Почему горе не может отказаться от Сталина? Ответ в цифрах. Это самый посещаемый музей в Грузии, где толпятся китайские туристы, индийские студенты и европейские искатели тайн. Заехали мы и в музей Уплисцихи, который находится в 10 километрах от города Гори. Это один из древнейших пещерных городов Грузии. Уплисцихи возник в Железном веке, конец 2-го, начало 1-го тысячелетия до нашей эры, и служил религиозным, торговым и политическим центром. Его структура отражает смену эпох от языческих культур и до христианства. В расцвете здесь было 700 пещерных сооружений, включая храмы, жилища, амбары и даже аптеку. Тут что, жили люди раньше? Тут люди жили, да. До нашей эры, первый век. Здесь жили люди. Потом наверху, видите, там зал есть, зал царской камеры. Все-таки смотри, какие древние люди не дураки. Дом природный, пещеры, а тут река. До IV века город был центром поклонения солнцу и женскому божеству. Сохранились алтари с жертвенными чашами и символикой плодородия. После принятия Грузии христианства в 337 году языческие храмы перестраивались в церкви. Здесь семьи жили вообще-то, семьями. Здесь костер разводили. Была еще внутренняя канализация у них. Они были водопровод. Здесь было личи даже людей. Здесь есть такие особенные комнаты, где вообще-то лекарства подавали. Готовая кровать природная, да? Да, природная. А вот это сейчас с землями вообще-то. Земля. Да, и если раскопать, здесь разводили костер. Там наверху и там тоже хорошо видно. Там есть яма такой.
костер можно разводить. Ну да, видишь, черная, значит, весь костер горел тогда. Да, ну мне, знаешь, что интересно? Они так устраивали эту вентиляцию еще до нашей эры. Ну как это они могли просто, ну... Ну да, вот смотри, тут тоже... Сейчас вентиляцию устраивают еле-еле, если там вентилятор включить и все такое. Но там даже не было электричества. Сюда выходило, ну. Отсюда выходило, ну, сверху еще бельком напляли. Это сюда, ну, чтобы не обрушилось, да. Они себе сами лестницы делали, выдалбливали для ног такие отверстия и ходили по ним. Просто вот такие большие залы. Смотри, как будто джакузи, это ж все выдолблено. Отсюда, потом стекало вот сюда. Люди до нашей эры уже тогда тут соорудили сложные тоннели для сбора дождевой воды и родников, сделали вентиляционные шахты и тайные ходы для обороны. Город был разрушен монголами в 8 веке, но позже еще несколько раз возрождался. Только в 19 веке его покинули последние жители. С 1950-х годов у Плесцихи это археологический музей. Здесь можно увидеть уникальные находки, керамику, орудия, украшения эпохи Колхиды. Тут можно пройти по тайному тоннелю к реке, который использовался во время осад. Подняться на смотровую площадку с видом на долину Куры. Это билеты. А здесь наверху уже кушали и там за столом сидели, а они, у них еда не было там. Так мучали их. Говорили, скажи, где твой род сидит, где ваши люди. Скажи, не скажешь, не получишь еду, понимаешь? Ты быстро смерть хочешь или мучаться? Расскажешь. Слышишь, ну они от этого кидали остатки. Не, хинкали не бросали там, я же говорю все. Кушали, они хинкали сок выпивали. Да, хинкали сок давали, да. Хвостики. Хвостики, хинкали сок. Они давали им и кушали. Царица Тамар. Смотрите, какой у него залбик. Наверху какие узоры. Все ровно, все четко. Только уже стойку современную укрепили, чтобы не обрушилось. Чтобы не обрушилось. А вот направо там, здесь погреб для царицы Тамары. Вот здесь. Если вот здесь посмотрите, вот тут обучают. Вот если здесь посмотрите, там есть остатки глины и остатки кувшины там. И вот, наконец-то, мы едем к Черному морю. Выехали из столицы Тбилиси в известный город Батуми. Наконец-то отличная дорога с хорошим асфальтным покрытием. И трасса, на которой никто не нарушает, так как камеры нарушения скорости стоят очень часто. В Батуми мы ни разу не были, но знаем, что Батуми – это центральный курорт, и его называют грузинским Дубаем. Тут находится одна из самых длинных набережных Европы, построена на осушенных болотах, а уникальный микроклимат позволяет соседствовать пальмам, бамбуку и соснам в одном месте. Ну все, заселились. Вид на море есть, что еще надо, да? Мы в Батуми. Очень огромный отель. Я даже не знаю, понравится ли нам здесь или нет. Ладно. Ты уже домой хочешь? Чуть-чуть. Нам здесь не нравится, мы хотим домой. Следуем пляж. Галька.
Друзья, вот приехали мы в Батуми и уже немножко расстроились. Мы сбежали с Тбилиси, потому что Тбилиси это мегаполис, какой-то крупный город, где все спешат, где все друг друга подлезают, где жизнь кипит. Мы думали, в Батуми это будет такой курорт, а здесь то же самое. Здесь тоже на улицах пробки, здесь тоже огромные высокие здания, еще такие же строятся. И если бы здесь невкусная еда, если бы здесь не море, то я вообще был бы расстроен. Причем море тоже. Мы покупались только что в море. Тело не соленое. Не соленое тело. И вот мы смотрим, с одной стороны речка, с другой стороны речка, с третьей стороны очистные какие-то чебуки в море. Наверное, поэтому, да? И мы вот буквально здесь пару часов, и мы уже хотим уехать с Батуми. Ну вот так вот. Да. Мы поедем дальше. Мы люди из леса. Нам вот такое вот, смотрите, мы даже сейчас сидим. Мы сидим сейчас в кафе, тут такой шум, что мы хотим отсюда уехать. Чтобы пойти на море с этих вот всех отелей, надо перейти дорогу. Очень оживленную дорогу, где есть много машин. Что можно рассказать про пляжи в Батуми? Дно. Огромные камни, не галька, а камни, вот такие с кулак. Очень неудобно поэтому ходить, да? Да, поэтому Дима меня носит. Много народу. Море такое чувство, что не соленое, но, наверное, потому что здесь очень много рек впадает сюда. Мы встретили подписчиков, они говорят, если вы хотите приехать в Грузию ради моря, тут есть недалеко часик езды. Деревня Шакветили, да? Да, Шакветили. И там они говорят, что песчаные пляжи, меньше народу, море чище. И мне кажется, мы туда еще рванем. Поэтому здесь 2 денька и вперед отсюда. Протяженность морской береговой линии Грузии составляет 310 километров. Но это расстояние от границы с Абхазией до турецкой границы. А участок, контролируемый Грузией, без Абхазии, составляет всего 100 километров. Преобладают, конечно, галечные пляжи, хотя встречаются и уникальные песчаные участки, например, Магнитные пески, куда мы собираемся в будущем поехать. Побережье защищено Кавказскими горами, что создает субтропический климат с высокой влажностью. Море у грузинских берегов имеет низкую соленость 0,2-0,3%, ну и комфортную температуру, но страдает от загрязнения в портовых зонах, например, в Батуми. Для сравнения, береговая линия Турции на Черном море 1600 километров, а России около 800 километров, если считать с Крымом. Так, вроде бы здесь все хорошо, но чтоб еще удочки на сазана были заброшены, да? Да. Пляжи в Батуми бесплатные. Платить только надо за лежаки. 40 лари 2 штуки. Это дорого, это $15. А мы вот так в течение дня лучше 3 раза по полчасика сходим. Чем мы будем целый день лежать на этих лежаках? Мы тут и так самые загоревшие. В Астрахани на рыбалке загорели.
Вставай, что лежишь? Мы на море, да? Да. Приехали на море. Мы месяц дома не были. Я не помню, когда я ел что-нибудь морское, какое-нибудь морепродукты. Тут грузинская кухня это... Хинкали. Хинкали. Это что? Мука. Что еще у них там? Хачапури. Опять мука. Пироги эти сетинские, мириатинские, опять мука. Живот уже наели. Поехали искать морепродукты. Что-нибудь то, что водится в Черном море. Вот прям морскую рыбу. Поехали. Давай, вставай. Вот, Валь, мы на самом деле, мы дома больше морепродуктов едим, чем вот сейчас вот по Кавказу путешествуем. Где наши морепродукты? Где наш йод? Тут классно, что Яндекс.Го, который и в Беларуси, и в России работает, в Грузии тоже, вызвали такси, потому что тут такое движение, что своей машиной даже страшно ехать. Лучше вот 12 лари, это каких-то там $3 завезет до центра. Потому что здесь мы видели столько аварий, вы просто не представляете, вот таких и нарушают просто страшно. Перед тобой вклиниваются, царапают друг другу машины. Так, главное, что куда свежо. А у нас все свежо. Креветки, баллара стоит 1 штука. Осьминог 5 лар. Сколько стоит? Баллара стоит 1 штука. Да. Дорого, сибас. 35 лар. Дорадо, сибас. Дорадо, сибас. И лосось. Там. 25 лар. А лосось привозной, да? Да. Не, у нас, ну, и выращивают в бассейне. У нас в бассейне, да? Да, да. Бассейн. Вот осетр. Осетр тоже в Грузии выращивают? Да, он у нас, да. Я смотрю, он еще живой. Да, живой. Осетр дорогой, да? 40 лар килограмм. 40 дорого килограмм, да? 40, да. Вот стейк, если мы хотим. Вот барабута, брат, миди. Все есть, все свежее. Осьминога сколько? Осьминога 3. 3. Кальмары? Кальмары не надо. Давай одну дораду. Эти дораду, а мы что не? Диди. Ну и 20 барабулек. Рестораны быстренько просекли фишку и вокруг рынка построили много-много ресторанов. И тут уже второй рынок образовался рыбный. И ресторанов, наверное, штук 5 или 10, я даже не посмотрел. И жарят они эту рыбу, готовят всего лишь 6 ларей за 1 килограмм. То есть $2 за 1 килограмм. Мы вот набрали килограмма 2, дадим им тех 5 баксов, они нам пожарят все это. Ну, конечно, у них еще что-нибудь закажем. Например, вот мы сейчас выбрали салат с маслом, салат с каким-то их грузинским соусом. Ну вот закажем какой-то напиток, Ваня, лимонадик. И посидим прямо на берегу моря. Там была и камбала вот такая огромная, и красная рыба, лососи, и осетры. Ну просто там же не скажешь, дайте мне вот половинку. Куда мы там лососи были по килограмма 3-5, осетры были по килограмма 2. Вроде бы цены недорогие, да? Но и все живое, и все выращивается здесь в Грузии, в бассейнах. Но на большую компанию. На большую компанию. Поэтому мы будем довольствоваться барабульками. А барабулька не на гриле, ее в масле пожарили. Шикарно пожарили. Можно с костями есть. Ты, Ваня, барабульку доедай тут. Все перепробовали, уже можем сделать вывод, что не зря мы приехали. Рыба шикарная, креветки шикарные. Только кальмары не очень приготовили. Так все по 10 баллам. Осьминоги.
Да, осьминоги. А так просто, конечно, все супер. За еду, которую ты видел живой, морепродукты, заплатили недорого. Масло такое, как было у вас у дома, да? Смотри, все по 7, 6, 8, 6, 5, а вот это 9,5. Взять домой будешь? Да. Сколько штук? Ну, 2 хотя бы возьми. Пошли в отель с маслом зайдем. Что дома у нас будет вкуснятина, но вкусно пахнет оно. Если вы будете в Грузии, пейте не только боржоми, но ихние лимонады. Они на натуральном соке. Вот этот тархун, ну вот просто как будто в детство окунулся. Вообще вкусные-вкусные. И не надо их эти какие-то колы, фанты, спрайты. Вот ихние дюшесы, тархуны, вот прям вот, наверное, Сталин их отсюда туда завез, на СССР. Да-да. Мы устали путешествовать и хотели остановиться возле моря и отдохнуть. Но Батуми нам совсем не подошел для пляжного отдыха. Мы разочаровались. Все городские пляжи покрыты крупной галькой. Море грязное из-за порта, стоков и впадающих рек. Вода мутная, с плавающим мусором и илом. На пляжах отсутствует инфраструктура. На многих участках нет туалетов, душевых, раздевалок или мусорных баков. Аренда шезлонга или зонта стоит 20 лари. Не понравилась нам и сама городская среда. Хаос и дискомфорт. Стройки, разруха. Исторические здания соседствуют с полуразрушенными домами. Центр превращен в вечную стройплощадку из-за возведения новостроек. Пробки, грохот машин, выхлопные газы. Вот это все реалии центральных улиц. Мы сделали вывод, что Батуми – это урбанистический хаос. И уже заказали себе отель в часе езды от Батуми. Все, выехали мы с Батуми, направляемся в какой-то поселок Шикветили. Примерно туда ехать час на машине. Мы надеемся, что там будут пляжи, где мало народу, где чистое море, без вот этих вот сливов какой-то то ли канализации, то ли непонятно чего, непонятного. Да? Да. Полетели. И мы там уже сняли на 2 дня отель. И если нам очень сильно понравится, то мы продлим еще на денек-два, да? Центральные улицы Батуми то красивые, широкие, но все равно с пробками. Ведет нас навигация вот по таким закоулочкам, потому что по ним на 20 минут быстрее. Но тут такие закоулки, что 2 машины еле разъезжаются. Обычный гражданин на машине учит полицейского, что ты тут типа поворачиваешь по сплошной. Мы ехали на такси, и наш водитель такси перед переездом обогнал всю очередь и стал еще одной линией. И переезд открывается. Круговое движение, 2-й съезд. И перед нами такая же ситуация. Другой таксист объезжает тоже всю очередь. И мы, этот переезд в 4 полосы валили, где 2 полосы. Тут просто ужас, тут хаос, тут никто тебе не уступает, тут надо в наглую есть. Вот эти вот уступи дорогу, и главная дорога здесь чистая формальность. Трасса. Приехали в это Шикветили. Да, это уже не мегаполис, а такой, знаете, коттеджный поселок. Вот такие коттеджики, и тут люди их снимают. Да, не деревня. Пошли посмотрим на море еще. Песок горячий-пригорячий, черный, она нагревается, это магнитный какой-то черный песок. И людей тоже много.
Но из того, что он нагревается, и море здесь мельче, тут теплая вода, но людей тоже много. Ну, вот здесь вот мы проведем последние дни своего отпуска. Ладно, у людей есть вкус, да? Ну вот, мне кажется, даже шторы, как у нас дома. Вид у нас из окна будет не просто на море, на корабль. Не уплывай, только стой там. Так, ну что, вот даже вот сейчас опять чуть-чуть перехотелось домой ехать. То, что мы хотели, да? Знаете, самая большая причина, почему мы не хотим домой ехать? Потому что домой ехать 5 дней. 5. Это потому что у нас еще 2 вещи и в Астрахани. Это нам 1 день Грузию пересечь до Владикавказа, 2-й день с Владикавказа до Астрахани, 3-й день с Астрахани до Москвы, с Москвы до Воронежа, с Воронежа, до Воронежа до Москвы и с Москвы только до дома. Но если очень сильно гнать, то можно за 4 дня. Ну не, если вообще, конечно, не спать, то там надо 48 часов вот так вот проехать. Но если вот днем ехать, ночью спать, это 4-5 дней. Да. Тут в этом Шахветиле вот таких вот отелей очень много. Вот таких вот маленьких, комфортных. И все, что мы на авиаселсе смотрели, у всех вот почему-то есть кухонька, есть холодильник. Вот это, хотя и завтраки тоже включены. То есть мы можем здесь даже вот сами готовить. Той же рыбы купить, ту же кефаль какую морскую и пожарить. Я купаться. Ну, наше первое впечатление, оно вообще вот такое. Как мы надо. Наконец-то мы за месяц доехали куда хотим. Смотрите, сзади сосны, это прям как дома. И тут мелкое море, поэтому лучше прогревается. Черный песок лучше прогревается. Нету с гор речек и этих вонючек, этих холодных, этих канализаций. Тоже поэтому теплая вода. И тут мало народу. Все. Я остаюсь здесь еще на месяц, наверное. Или ты домой хочешь? Сейчас не хочу. Море до такой степени теплое, что можно сидеть вот целый день вообще не вылазить. Даже вот ни капельки не холодно, вот даже ни капельки. И под ногами песочек. Наверное, так во всем мире будет. Чем дальше от больших городов, тем лучше. Так, мы пока дома. Ваня пошел гулять. Мы, кстати, сегодня спали под шумбол. Первый раз за все время, как мы уехали из дома, я проспал дольше всех. Обычно Валентина спит и Ваня, я их бужу. И поэтому и утром мы пошли еще в кафе, а там у нас и арбузы, и дыня, и пицца, хорошая кухня. Поэтому мы сразу же пошли на ресепшн и еще на 2 дня продлили нам. И вот Ваня говорит, следите за мной где я. А как тут, смотрите, как легко следить. Ваня просто нет. Нас когда спрашивают, а вы долго здесь отдыхаете? Мы говорим, мы только приехали. Они говорят, ну где же вы так загорели? Мы говорим, на рыбалке. Все, друзья, осталось нам здесь побыть 2 дня, и мы выезжаем. Мы последних 2 дня, как всегда, хотим побыть без камеры. Ну, что хотел сказать о Грузии? Да, Грузия впечатляет. Грузия отличная, интересная страна для отдыха. Обязательно здесь надо побыть. Исторические здания, интересная кухня, прекрасная природа, горы, море. Но для белоруса мы не советуем сюда на машине ехать. Просто, чтобы целый день стоять на границе и чтобы еще 4 дня сюда ехать, ну вот представьте, вы будете 5 дней сюда, 5 дней назад, это уже 10 дней, пол вашего отпуска.
Если мы уже когда-то сюда попадем с Валентиной, то это будет только самолет. Если бы мы не сюда ехали без рыбалки в Астрахани, мы бы сюда вообще, наверное, и не поехали бы. Да, я понимаю тех, кто здесь живет, тут рядышком Владикавказ, там армяне, сюда приехать им тут, конечно, им близко. Здесь мы встречаем белорусские номера белорусских машин, причем они говорят, что мы уже не один раз сюда приезжаем. Все, ладно. Все, всех обнимаем, целуем. Через неделю встретимся на канале Черничники. Пока-пока.